Добрый день. Это видео про секс, связанный с проституткой, и все, что этого касается. В этом видео я отвечу на 3 вопроса. Первый вопрос. Почему мужчины вызывают проституток? Почему они пользуются этими услугами? Второй вопрос. Почему не стоит на проституток большое количество, процентов, наверное, в 80 случаях у мужика элементарно нет эрекции на проститутку? И третий вопрос, который я тут расскажу. Отличие секса с проституткой, либо отличие секса с женой, либо с девушкой, с тем, с кем у вас есть какие-либо отношения. Вот разница этого секса, в чем отличие? Давайте, наверное, с самого начала тогда. Почему мужики вызывают проституток? Тут ответ кроется в их психике, в их поведении. Часто бывает так, что у мужиков неудовлетворенность жизнью, семьей, отношениями, закомплексованность в себе. Они смотрят порнуху, в порнухе там и анальные, и оральные, и вагинальные, там и игрушки, и БДСМ, да там все что угодно в порно. И у мужиков есть свои фантазии по разным причинам, опять же. И они их не могут реализовать в семейной жизни, я имею в виду с женой, либо с девушкой, с которой они встречаются, по разным причинам. Либо они просто боятся этого сказать. Если они скажут, возможно, они думают, что вторая половинка, либо девушка подумают, что они извращенец, что он извращенец точнее. Либо они хотят этого секса, какого-то, допустим, анального, либо орального, а девушка, либо жена по каким-либо своим причинам говорит нет мужику. И то, что вот у нас есть стандартный секс, миссионерская поза, а что-то другое я не хочу делать. Опять же, это отдельная история. Мы не знаем, что думает девушка, потому что часто бывает так, мужики даже не спрашивали свою вторую половинку про разновидности секса, либо про разнообразие секса. И когда у мужика это все копится, он смотрит порно, он слушает истории, когда, возможно, там его друзья, товарищи, знакомые рассказывают, а мы сегодня в баню едем, закажем проституток, мы так делали месяц, год назад, мы, мужики, показывают свою мускулинность, то, что мы там в бане такое вытворяем с проститутками, ого-го, давай с нами, поедешь. И тогда мужчины соглашаются, и часто это бывает, то что, опять же, по опыту, по практике моих клиентов расскажу о том, что мужчины на это соглашаются в одурманенном состоянии, в основном пьяные, и часто рассказывают то, что вот там неделю назад был секс с проституткой, но я был пьяный, я уже совершенно ничего не помню, мы вообще просто поехали в баню, либо на природу, либо в бар, мы просто сидели, пили, и потом кто-то предложил вызвать проституток, мы их вызвали, у меня был там секс с этой проституткой, что было, я вообще уже ничего не помню. Часто мужчины сталкивают это все на алкоголь, потому что под алкоголем у нас проявляется наша тень, наши теневые стороны. Там, где все у нас наши желания, которые запрещены в обществе, которые по каким-либо причинам мы боимся донести наши желания, я сейчас говорю про сексуальные желания, до жены, до девушки. Они якобы не эти наши желания социально как-то неуспешные, там, неадекватные и так далее. Опять же, у каждого там свои тараканы в голове. Но, как я уже говорю, то, что большинство мужчин вызывают проституток для того, чтобы удовлетворить свои физические потребности. Для того, чтобы показать свою мужественность. То, что я мужик, то, что я могу и так, я хочу там и вот так, и в такой позе, и с такими там игрушками и так далее. Но вы прекрасно понимаете, сейчас я подхожу ко второму вопросу этому видео, почему не стоит на проститутку. Как показывает практика по опыту моих коллег, знакомых там и так далее, кто вызывал проституток. Когда мы видим порнофильмы, когда мы представляем, воображаем себе какую-то сексуальную игру, сексуальные наши утехи, у нас картинка проститутки одна. У нас, допустим, она идеальная, красивая там и так далее. По факту, когда к вам приезжает проститутка, она выглядит не так, как в порнухе. Она выглядит не такой, и ее состояние психологическое, физическое. Ну, по факту там просто либо страшные, либо какие-то... Ну, опять же, я вам просто говорю о том, что... Картинка проституток в порно, картинка проституток в интернете и на сайтах, там где-то на сайтах знакомств. Это одна картинка. Реальные проститутки, которые приезжают, это совершенно другая картина. И часто так бывает, что у мужика, ну прям элементарно не стоит на эту проститутку. Потому что он ожидал одно, приехало совершенно другое, у него нет никакой эрекции, он не понимает, в чем дело. Он думает, что, а что же с моей эрекцией, что же я теперь импотент получается? Все уже, возраст подошел, пора уже лечиться, я не знаю, от импотенции и так далее. Опять же, это нормально.
Часто так еще бывает, то что, естественно, проститутки применяют различные психологические приемы, ну, то есть там войти в доверительные отношения, где-то пустить слезу, там, это, опять же, это их игра, это их заработок, это их выбор, это их профессия, и они в своем деле, они делают свое дело. И мужчина, ожидая, что секс будет точно такой же, как у него в фантазиях, который он нафантазировал с проституткой, и когда он в реальность окунается, понимает, что все совершенно не так. Потому что, опять же, с проституткой нет никаких прелюдий, нет никакой, знаете, как добиваться. Вот как стандартные, хорошие, нормальные отношения. Когда вы встретили девушку, вы познакомились, вы ходите на свидание, вы дарите ей цветы, вы добиваетесь, вы вечером там ночью пишете ей смски, вы созваниваетесь. То есть у вас есть эмоциональная связь, у вас есть эмоции. А с проституткой этих эмоций нет. Есть только фрикции, обыкновенные стандартные фрикции. И, кстати, вам скажу то, что секс с проституткой, опять же, по опыту с теми, с кем я работаю, с моими пациентами, так можно сказать, секс с проституткой длится очень-очень мало по времени, потому что психика нас защищает. Психика делает все, чтобы, как сказать, по разным причинам, почему так делает психика, нас защищает, чтобы завершить сам акт соития, сами эти фрикции. И как я уже сказал, то что реальная проститутка и та проститутка, которая к вам приехала, это совершенно две разные вещи. Что еще хотел сказать про проституток? То, что, опять же, вы прекрасно понимаете, у мужиков очень часто во время того, как они вызывают проститутку, когда они думают об этом, возникают мысли о заболеваниях, которые передаются половым путем. Так оно и есть. И на самом деле, многие думают, что я вот пользуюсь презервативом, это стопроцентная гарантия того, что я не заражусь ЗППП. Абсолютно не так. Заболевания, различные грибки, различные вирусы передаются и через кожу, через прикосновение. И ту посуду, возможно, там, не знаю, кружка, либо еще что-нибудь, либо какой-то алкогольный напиток, который вы вместе, возможно, пили там из одного сосуда. В общем, заболевания также могут передаваться. Презерватив не защищает от всех заболеваний, которые передаются. Есть и вирусы, есть и грибки. Это, как сказать, нет там стопроцентной гарантии. И у человек, кто вызвал проститутку, естественно, об этом думает. И психика, ум, ему подсказывает, а не дай бог я сейчас заражусь. А зачем мне сейчас этот секс? Я же так хотел заняться сексом с проституткой. Я же хотел реализовать свои мечты. Поэтому бывает так, что эрекции вообще в принципе нету. Также у человека возникает чувство стыда перед женой, перед девушкой. А вдруг об этом узнает моя жена, вскроет переписку. Вдруг там проститутка ей напишет или еще что-нибудь такое случится. Вдруг об этом узнают мои друзья, знакомые, то, что я занимался сексом с проституткой. И из-за этого, вот я сейчас говорю про защиту нашей психики, почему психика нас защищает и почему эрекции нет. Из-за этого часто бывает так, что как только люди, мужская компания, там, либо мужик один вызвал проститутку, у него просто элементарно нету эрекции. И он потом начинает копаться в себе. А почему же так произошло? Еще такой важный момент. Вот мы сейчас говорим про секс с проституткой и секс с женой, либо с девушкой. Нету эмоциональной связи. Когда у вас приехала проститутка, у вас простые фрикции. Вы как робот, вы как на автопилоте. Все сделали, все закончили и все. Но когда же вы встречаете девушку, когда у вас жена, как я уже говорил, это различные прелюдии, это отношения, это интимность. И это строится иногда месяцами, годами, иногда всю жизнь. Опять же, отношения реально строятся всю жизнь своей второй половинкой. Это любовь, это чувство. И секс, который вот с женой, где есть эмоциональная связь, где вы смотрите на ее реакцию, ей в глаза, когда вы чувствуете именно этот эмоциональный накал, это то, что вы приносите ей удовольствие, она приносит вам удовольствие. То есть это полноценная, нормальная сексуальная жизнь в парах между мужчиной и женщиной. И секс с проституткой, это совершенно не то. Это полностью, это как роботы, это без эмоций. И часто на самом деле после секса с проституткой, когда мужчина один раз попробовал этот секс, его потом гложет чувство вины, чувство то, что я, что-то сделал не так, а потом, возможно, я чем-то заразился. И потом у него начинаются преследования, как
мания начинается, потом начинается отторжение к проституткам. В общем, опять же, у всех своя история. Мы не знаем, что у каждого находится в тени, мы не знаем, что находится в психике там, и так далее. Это все истории эти разбираются индивидуально с каждым клиентом. Наверное, все в этом видео. Если я что-то пропустил, то подскажите. Основной месседж этого видео, которое я хотел донести. Первое, то что секс с проституткой и с девушкой, с женой, с которой у вас есть отношения, это совершенно разные сексы. Второе, часто бывает такое, опять же, вот процентов, наверное, 80 случаев, когда не стоит на проститутку, нет эрекции. И в этом видео я попытался объяснить, почему так происходит. И третье, почему люди вызывают проституток из-за своих либо каких-то ограничений психологических, своих комплексов, страхов, неуверенностью в жизни, неудовлетворенностью жизни, о своих мечтах. Вот, в принципе, когда люди хотят быстрый секс и думают, что после этого не будет никаких последствий. Вот, наверное, основной вопрос, основной ответ на этот вопрос. Пишите комментарии, если вам что-то интересно на эту тему. Я буду отвечать. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Всего доброго, до свидания.